Всем привет! Вы на канале Татьяна Мертогну турецкие узоры. Сегодня у меня вот такие тапочки. Вот такие вот. Вперед связан тунисским вязанием. Остальное я все вязала спицами. Так, как я это делала? Значит, нарисовала схему. Эта схемка уже в зеркальном отображении. Смотрите, мысочек я начинала с 11 петель. Потом делала добавочки. Всего у меня 25 петель на мыске. Потом вязала без добавок. И вверху сделала убавки. И в конце те же самые 11 петель. Вот так. Это вот для начала. Вот такая вот уже готовая схемка. Цвета можете подставлять, конечно, какие вы хотите. Я выбрала вот такие. Пришлось мне эту схему перерисовывать, потому что я ее убавляла, что-то урезала, добавляла какие-то свои цвета, поэтому вот пришлось рисовать. Значит, ниточки в этот раз у меня какие? Картопа Флору. 240 метров в 100 граммах. Акрилик, акрил. Крючок, тунисский крючок номер 2,5. И спицы для подошвы номер 2,5. Так, ну что, вот начнем, наверное. Вот, заскриншотьте схемку. Я потом ее вставлю в Одноклассники. Ну, не перерисовывала. Сейчас я вам вторую могу даже сразу дать. Вот это. Одна на левый, другая на правый тапочек. Теперь начало. Провяжем первые 5 рядов до начала узора. Я их уже сразу провязала. Кто думает, что уже все знают, как их вязать. Кто не знает, можете посмотреть в предыдущих видео, как я набираю петли. Дальше вяжу по схеме. Значит, 5-й ряд у меня. 1, 2, 3, 4, 5. 5-й ряд. Вяжем. Вяжем. Сколько у нас провяжем сейчас? Первые 2 рядка с вами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 петель вместе с добавкой. Первые 2 петельки провязала, а добавочную в этот раз делаю из протяжки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь по схеме у нас идет. Ниточек будет немножко много, но ничего страшного. Потом все их попрячем. Ну что делать? Красота требует жертв. Поэтому... Так, первое светло-зеленый у меня. Вы можете одним цветом листики провязать, чтобы не было много сильно хвостиков. Не все любят потом это дело зачищать. Так. Одна светло-зеленая, одна темная. Я всего 2 цвета использовала в листике. Ну, кое-где еще там подставляла, но 2 цвета будет достаточно, я думаю. Так, и вот третья у нас коричневая. Теперь, девочки, будем расширять, пока не будет 25 петель на спице. Такой типа ромбика. 25 петель. Потом вяжем без добавок. И с 26 ряда я начала убавлять. Всего у меня 33 ряда. Нитка не сильно толстая. Крючок тоже 2,5. Вяжу я плотно. Поэтому мысок не очень большой получился. Так, и что у нас тут? 4 петельки, да.
И в конце 4 петельки. Так, раз. Из протяжки делаем добавочку одну, 2, 3. Вот она, 4. За 2 дужки беру, по 2 дужки, подхватила, и по 2 петельки возвращаюсь обратно. Так, вот так вот коричневую, зеленую. Еще одну зеленую. И дальше все до конца идем основным цветом. Что я еще по ходу дела хотела сказать, в комментариях писала, но сейчас идет этот бум, что у меня большая часть подписчиков с России, хотя у меня их еще очень мало, канал у меня новый, я еще даже 1000 подписчиков не набрала. Я остаюсь на ютубе, потому что у нас Яндекса в этой стране, где я живу, его закрыли, поэтому я туда не могу перейти. Поэтому я думаю, все это временные меры, все вернется на круги своя. Ну вот, я есть ВКонтакте, в Одноклассниках. Ну, если что-то вдруг будет, я вам потом сообщу. Но пока я остаюсь здесь. Так, вяжем дальше. Это у нас 19. Теперь добираем не накиды, добавочки делаем. И дальше идем по узору. Вот что-то я протяжку не могу. Ага, залезла в протяжку. Так, что у нас теперь? Теперь у нас 1, 2, 3, 4. 4. Я подключаю новую ниточку. У меня будет несколько ниточек, чтобы почище была изнаночная сторона. Поэтому я на каждый участок подключаю отдельную нитку. Так, здесь у нас одна зеленая. Дальше вяжем по рисунку, по узору. Узор несложный. Это у меня заказ для бабушки, можно сказать, для женщины в возрасте. Поэтому я выбрала такие цвета. Не сильно, чтобы яркие были, но чтобы понравилось. Надеюсь, понравится. Так, все, одна зелененькая. И так, поехали. Смотрим схему, вяжем узор. До 20 петель в каждом ряду делаем добавку. Одна зеленая, одна серая. Я просто, кто не знает, как, вот так вот ниточки сзади перекидываем. Одна серая. И потихонечку подтягиваем это все дело. Сильно свободно не вяжите, потому что будет выглядеть рыхло, некрасиво. Одна коричневая и опять основная нить. Не забываем про добавки. Вот так вот это получается. Так, вот с протяжечки одну добавку сделали, последние 2 и возвращаемся обратно. Довязываем, вяжем мысок по схеме. Вот так вот. Вяжем по схеме.
Давайте провяжем до начала убавок. Ой, и я к вам вернусь. Так, дальше. Я провязала 25 рядов и начала убавлять петельки с каждой стороны. Вот что у меня получается. Вот такая изнанка. Я уже попрятала все ниточки, все хвостики. Так, как я убавляю? Сейчас я вернусь обратно. Я уже два ряда убавила. Сначала и в конце первую снимаем, и вторые 2 петельки провязываю вместе. Вот и вся убавка. Буду убавлять, пока не останется у меня 11 петель, а потом по всему мысику наберу желтым цветом петельки и провяжем один ряд изнаночными. Смотрите, одна у меня на спице, вторую и третью я провязываю вместе. Вот все. И вот они друг за другом. Идет такая лесенка убавочек. Также и в конце. Сейчас довяжу до конца. Так, одна и вот две предпоследние. Одна осталась, 2 петельки. Точно так же их провязываю вместе. Последнюю по 2 дужки подняла и по 2 возвращаюсь обратно. Всего у меня получилось 33 ряда. Вы ориентируйтесь опять по своему размеру. Может быть, вы вверху сделаете чуть меньше. Особых правил здесь нету, поэтому главное, чтобы выглядело в виде ромбика. Можно начать не с 5-го ряда, а чуть-чуть ниже, если хотите, чтобы короче был мысок. Если хотите, чтобы шире был, добавьте еще по одной петельке. Значит, убавляем петли до 11, начнем обвязывать мысок. Следующий шаг. Я закрыла петельки, нитку не обрезаю. Взяла нить 2 цветов, у меня 2 оттенка желтого. Набираю петли и хвостик сразу заправляю по ходу набора петель. Эта нитка пусть останется пока. Отметим серединку, чтобы с 2 сторон было одинаковое количество петель. И вот по всему мысику наберем петельки. Обратный ряд вернемся лицевыми. Потом провяжем еще один ряд лицевой изнаночной, только нитью основного цвета. Вот смотрите. Один ряд я провязала двойной желтой, потом один ряд лицевыми изнаночными, серым цветом, а потом буду набирать подошву. Набираю петлю, у меня сколько? 75 петель получилось всего. Вот так вот, понятно, да? Набираем до конца петли и обратно возвращаемся лицевыми. Следующий ряд провяжем лицевой изнаночной. Петли сильно не вытягивайте, чтобы оно плотненько сидело. Все, набираем петельки до конца. Идем дальше. Так, провязала я 2 ряда желтым, потом серым цветом ряд лицевой, ряд изнаночный. Теперь нашла серединку, 11 петель
но на подошву. Здесь я ниточку обрезала, подсоединила сюда ниточку. Теперь будем вязать подошву. Вяжу, это как называется, платочной вязкой всю подошву, да? Вот. Все ряды буду вязать лицевыми. Провязала первые 11 петель. Теперь буду делать прибавку из петельки на дополнительных вот этих вот спицах. Мы ее просто будем провязывать. Кто видел предыдущую модель, принцип тот же. Я с лицевой стороны прибавку буду провязывать изнаночной, а с изнаночной стороны буду провязывать лицевой. Вот. Провязали и все. И так будем прибавлять. Дальше все ряды вяжем лицевыми. Первую сняли. Первые 15 рядов я провязываю с прибавками. В каждом, в начале и в конце делаю по одной прибавке. Дошла, у меня получилось 41 петля. Дальше я буду вязать без прибавок до последних 3 петель где-то. Потому что если в каждом ряду полностью расширить ширину подошвы, будет очень широко. Поэтому я сделала вот так. 15 рядов провязала с прибавками, потом без прибавок, и последние 3 ряда и сверху еще взяла тоже с прибавками. Ну, потом покажу. Так, и вот последнюю петельку провязали тоже лицевой, и одну петельку с левой спицы провязываем тоже лицевой, чтобы она с лицевой стороны выглядела как изнаночная. Все. И так дальше. Далее вяжу, пока у меня не будет 41 петля. В общем, вы примеряете ширину подошвы. Кому пошире нужно, может больше рядов с прибавками провяжете. Вот так, по одной петельке снимаю с боковых спиц, и получается такая прибавочка у нас. Расширяю подошву. Все лицевыми. Добавочную, изнаночной. Все. И так вяжем дальше. Смотрите. Вот. Вот я прибавляла. Дошла до 15 ряда. Дальше вязала без прибавок. Когда у меня останется 3 петельки, я провяжу их последние с прибавками. Всего я сделала 53 петли у меня. Вот получится вот это вот расстояние. Дойду до последних 3 рядов, я к вам вернусь. Расширяем, вяжем подошву. Так, идем дальше. Я расширила, нужную ширину сделала подошвы мне. У меня 41 петля. Теперь я больше добавки делать не буду, а буду продолжать вязать по принципу пятки. Закрывать по 2 петельки вместе до последних 3 петель. Потом еще парочку наберу вот здесь вот с краешку по 2 петельки. Будет у меня 53 петли. Вот такое вот у меня получается дело. Так, что я тут накрутила? Если мы добавочки делали по одной петле, провязывали, то теперь я что делаю? Последнюю петельку вместе с петелькой со спицы закрываю изнаночной петлей. Это с лицевой стороны. А с изнаночной стороны я их буду закрывать лицевой. Чтобы у нас везде по мыску шел изнаночный ряд получался. Все. Итак, вяжем дальше. Здесь 2 закрываем изнаночной,
с изнаночной стороны 2 петельки последних, закрываем одну петлю со спицы, одну с подошвы, закрываем лицевой 2 вместе. Последние 3-4 петли я буду вязать, каждую петельку буду делать добавочной, расширю до 53 петель. Но опять же вы ориентируйтесь по ширине своей подошвы. Может, кто-то раньше начнет делать добавки. Просто повторюсь еще раз, что если сейчас полностью расширить до 53 петель, будет очень широко. Но опять же, смотря какая у вас пряжа, может быть, у вас нитка толще, тоньше. В общем, методом примерочки. Вяжем подошву до конца. Набрала я 47 петель, у меня получилось. Мне нужно 53. 3 петельки я добавила вот отсюда. 1, 2, 3. С боковой стороны добавила по 3 петельки. Теперь добавлю с этой стороны. Вот так вот. Одну. Два. И 3. Все, теперь обратно возвращаемся лицевыми петлями. Узор я весь вязала тоже платочной вязкой, все ряды лицевыми петлями. Иногда через каждые 3 петельки вставляла по одной, провязывала желтым цветом по одной петельке. Сильно наворотов никаких не делала с узорами, потому что цветочек есть достаточно, чтобы не было сильно наляписто, поэтому у меня узорчик вот такой простой. Так, что теперь? Что теперь? Теперь будем вязать. Все, закончила это. Будем вязать нужную длину подошвы. Ну и, соответственно, узорчик. Все петли вяжем лицевыми. Довяжем ряд до конца. И через каждых 3 петельки, через 2 ряда можете просто чистым однотонным цветом вязать. Вяжем до конца ряда лицевыми петлями. Доходим до отсюда и начнем вводить, ну, узор не узор, желтый цвет подключу я. Пришла я в начало ряда, подключила желтый цвет. Первые 2 петельки провязала основным цветом, лицевыми. Потом одну желтую, 3 серым. Опять одну желтую, 3 серым. И так до конца ряда. Чередовать буду через каждых 2 ряда. Вот. Это самый легенький, самый простенький узорчик. Значит, что еще? Они у меня получились на размер 39-40. Всего я... Сколько здесь? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Через каждые 2 ряда 8 раз повторяла вот эти желтые точечки. Вы длину ориентируйтесь по своему размеру. Все, вяжем нужную нам длину. Потом перейдем к пяточке. И там будет уже у нас финиш. Окантовочку сделаем. И вуаля, тапочек будет готов. Вот так вот. Изнаночные ряды также вяжем лицевыми. Желтый над желтым, серый над серым. Все, девочки, вяжем нашу подошву. Еще раз вам положу схему, кто не видел или кто пропустил. Сейчас немножечко камеру попытаюсь опустить поближе. Заскриншотим, вяжем. Провязала я нужную длину тапочки мне. Дошла до пятки. Пятку я вяжу на 15 петлях. 19 здесь и 19 здесь у меня. Вяжу, продолжаю тем же рисунком, который
которым вязала подошву. Закрываю по 2 петельки изнаночной, с лицевой закрываю изнаночной, с изнаночной стороны закрываю лицевой. Закрываем нашу пятку, закрываем петли и будем обвязывать тапочек. Так, что тут у нас? Рисунок смотрим, как он продолжается. Также и здесь делаем. 1 желтая. 15 петель. Вяжем пяточку. Так. 1, 2, 3. 1 желтая. 1, 2, 3. 1 желтая. И последние петельки. Последнюю петельку, кто не знает, провязываю вместе с петелькой запасной спицы изнаночной петлей. Можете лицевой, кто как хочет. Просто у меня все идет здесь изнаночными, поэтому, чтобы оно более-менее сочеталось, я провязываю изнаночной. И также доходим с изнаночной стороны и провязываем 2 петли лицевой. Все, заканчиваем пяточку. Больше особо рассказывать нечего. Закончим, закроем пятку, обвяжем, наберем спицы по тапочку и будем вязать бейку. 1, 2, 3, еще 1. Вот, и последние 2 петельки провязываю вместе лицевой. Все сняла и поехали дальше. Вот она у нас начинает вот так закрываться, закругляться. Вяжем пяточку до конца. Закончила я вязать пяточку. И последнее, как я закрываю тапочек. Значит, по всему тапочку я набрала петли. 68 петель у меня получилось. Для меня это было немножко широко. Я 2 петельки сократила. Первый ряд я провязала, набрала желтым цветом, провязала изнаночным. Последующие 16 рядов я провязала 2 цветами. Спицы, первые ряды вязала спицами номер 2,5. Внутреннюю сторону вязала на полномера меньше спицами номер 2. Теперь это дело все примонтирую. И все, вот такая вот. Вот так вот такой носочек провязали, выворачиваю. Все это перегибаю. Так ровненько. Так, и что дальше? Первую петельку снимаю. И вот первая, я специально желтым цветом набрала, чтобы было понятно. Вот первая петелька набранного ряда. Я захватываю и протягиваю, соединяю петельку отсюда. Петельку отсюда протягиваю. Вот так. Оно все должно совпасть. Перекосить не должно.
Петелька в петельку. Вот так вот. И идем до конца. Потом спрячем хвостик вовнутрь этой беечки. Зачистим, где какие есть кончики, хвостики. И все, тапочек готов. Вот 2 петельки на спице у меня. Да что ж ты. Ввела сюда, захватила и протянула вот так вот. Вот так вот я монтирую эту беечку. Все, девочки, привязываем беечку. Тапочек закончен. Легких вам всем петелек. Увидимся